Это Гонконг, третья серия. Как раз таки то, что с нами происходило после окончания второй серии. Мы отправились в метро. Метро в Гонконге по похожему типу, как и в Китае. Только вместо жетончика здесь такая карточка с RFID, как я понимаю. Вот она. Проезд, конечно, здесь ужасно дорогой. Один билет стоит $12, то есть это почти 1,5 евро. Намного дороже, чем в Китае. Станция метро больше напоминает какой-то терминал, потому что здесь и объявляют, и, я не знаю, все как-то в цветах других, даже в цветовой гамме. Сейчас попробую пройти, я не знаю, я первый раз это делаю. Скорее всего, как-то так. Вот, все, проходите. И проходим. Видимо, и на выходе будет намного сложнее обмануть систему, потому что я покупаю эту карточку от станции, на которой я сейчас нахожусь, до той станции, до которой я еду. И заплатил $12, но самый дешевый билет стоит $5. То есть, если купить за $5, можно доехать и до любой другой станции, но на выходе уже надо будет как-то делать нелегально, так скажем. Только что по громкоговорителю сказали, что поезд прибудет через 2 минуты. Здесь даже говорят о таком. Пересадка с красной линии в метро красного цвета. Что интересно, что любая станция любой ветки выполнена в цветовой гамме всей ветки. То есть все станции красной ветки красного цвета. Так аккуратненько все выглядит. Красная линия, все в красных тонах. Зона ожидания такая, прям сильно как терминал. А вот уже подъехал мой поезд. А вагон метро мне напоминает метро в Китае. Один бесконечно длинный, но очень скрипучий вагон, зато чистенько, аккуратно и довольно мало народа. И что интересно, то сиденья не пластиковые, а из нержавеющей стали. А вот так объявляется, короче говоря, пересадка на зеленую ветку. Сейчас мы едем по красной, и на следующей станции можно пересесть на зеленую. А в Гонконге есть розовая, зеленая, оранжевая, синяя, голубая и фиолетовые ветки. Это была желтая, зеленая, синяя и красная. Вот это здесь желтая, серая. И это на самом деле круто, потому что каждая станция своего цвета. Так приятно смотреть. И причем цвета такие, я не знаю, как на камеру это видно, но вживую это на самом деле очень честно здоровый мужик. Это очень выглядит богато. Сама вот мозаика, она такая солидная. Видно, что она не дешевая. Вот такой вот огроменный туннель с эскалаторами пешеходными. Еще один туннель. Здесь ужасно холодно. И здесь выходы J, K, L. Здесь J, K, L. То есть надо еще знать, какой выход, потому что нельзя просто выйти из метро не А, Б, С, а здесь, учитывая эти огромные расстояния, здесь можно уехать просто на полкилометра. Вот он, центр Гонконга. И первое, что нас встречает, это такое огроменное здание. Вообще здорово, здесь так классно. Не чувствуется, что здесь просто перенаселено. Здесь вот улицы довольно полупустые, можно спокойно передвигаться. Всякие разные магазинчики. Цены, конечно, здесь ужасно дорогие.
Движение здесь тоже такое средне спокойное. Не могу сказать, что прям загружено. Но выглядит очень здорово. Стоп, Джефф? Джефф, это ты? Этот парень просто вылитый наш хост по каучсерфингу по имени Джефф, в офисе которого мы останавливаемся сегодня на ночь. А вот вам интересный факт о Гонконге. Вы знали, что самый дорогой участок земли стоит $2 миллиарда? И это аренда на 99 лет. Ну, многие местные говорят, что земли довольно мало, у нас горы и так далее. Но на самом деле 70% земли готово к застройке. Просто получить разрешение практически невозможно. Ничего удивительного, что здесь не только китайцы. И в центре мечеть, в центре Гонконга. Кто бы мог поверить? Все еще в поисках места, где можно постритовать. Здесь очень много народа, очень много иностранцев, все намешано. И это здорово. Но подходят разные люди и что-то предлагают, непонятно что, нужна помощь какая-то, еще что-то. Немножко как-то смущает. Но я даже не стал разговаривать, вникаться, потому что меня мало что сейчас может заинтересовать. Улица напичкана дорогими магазинчиками и обычными магазинчиками. Цены, конечно, очень высокие, но в некоторых магазинах цены довольно приемлемые. То есть, если даже такой, так скажем, среднебюджетный путешественник сможет себе что-то здесь позволить, не только для мультимиллионеров. Ну вот мы и встретились с Джеффом на Южном острове. И пока мы добираемся до нашего места, я вам немножко расскажу про Джеффа. Джефф гонконговец, бизнесмен и путешественник. Он побывал почти во всех уголках мира и принимает у себя гостей со всех уголков планеты. Джефф нам рассказывал истории своего путешествия по бывшим странам Советского Союза. И больше всего мне запомнилась его история, как он несколько раз стритовал на холоде, и все проходили мимо. Даже немного обидно стало, что он сам помогает, а его никто не поддержал. Я думаю, вы понимаете, про какие страны я говорю. Кстати, а по Южному острову мы сейчас едем на двухэтажном трамвае. И съемку я веду со 2-го этажа. Едем мы в сторону района под названием Ван Чай. Вот надпись даже есть на асфальте. По моему мнению, Южный остров Гонконга – это самая красивая часть Гонконга. Да и вообще та часть, которая напоминает больше всего тот Гонконг, как я себе его мог представлять. Мы приезжаем по центральной части Южного острова, которая так и называется Central, центральная. То есть это самый центр центра Гонконга. И издревле его заселяли в основном англичане. То есть до сих пор здесь можно на улицах найти очень много белого населения. Но в основном это англичане, но также много европейцев. Почему-то меня посещало неодолимое желание запрыгнуть со 2-го этажа трамвая на крышу остановки. Вид, а точнее перспектива со 2-го этажа, мне почему-то очень нравится, потому что в обычной жизни мы такого не видим. А вот такой вид меня немножко пугает. Цена взрослого билета $2.60, а детский $1.30. И что интересно, то платить нужно при выходе из транспорта. Вот мы спускаемся вниз, подготовим мелочь и закинем ее в коробку. Я вам показывал, как коробка выглядит уже в первой серии из Гонконга. Джефф предложил нам то, от чего не откажется ни один бюджетный путешественник. Это местный стритфуд или уличная еда. Наш хост Джефф, который нас хостит у себя в офисе, угостил местным блюдом. Это блюдо чисто гонконгское. Своего рода суп из риса. Здесь у нас рыба. И вот такие вот хлебцы, которые нужно опустить в суп. И они промокают. На вкус довольно безвкусно, но имею в виду, нет такого выраженного вкуса, тем более и не острое, чуть-чуть солененькое. Но вкусно. Очень оригинальное такое блюдо. Еще вот одно такое вот блюдо. Блинчик, а внутри кукуруза. Блинчик внутри кукурузы. Почему-то мне его все положили, потому что у меня нет другой тарелки. Ну ничего, сейчас попробуем. Настал новый день. Мы покидаем наш офис и отправляемся в поисках новых мест для стритования. У нас есть два варианта. Либо мы забираем все наши вещи с собой, либо гуляем со всеми нашими вещами. Потому что в рабочее время мы не можем попасть в офис.
Но я думаю, что мои сумки тоже не помешают отдых от моей спины. Как умно продает мороженое рядом со школой. Был в поисках парка, нашел храм. Я просто посмотрел уже по карте, что это храм. Я, правда, не знаю, можно ли заходить, снимать и так далее. Сейчас попробую узнать. Потому что выглядит очень интересно. Скорее всего, это буддийский, если не ошибаюсь. А вот продукты на алтаре – это пожертвование храму, потому что верующие приносят фрукты, напитки и конфеты, ну и разное другое тоже. Немного поподробнее про жертвоприношение и буддизм я расскажу в одной из следующих серий, точнее, в одной из следующих стран. Извините за спойлер, конечно. Если честно, так и не удалось пообщаться, потому что язык мы друг друга не понимаем. На пальцах мне тоже не смогли объяснить, что и как. Но я понял, что это храм, святое место. Я так немножко заснял, не стал там тоже как бы и спрашивать, я не знаю, как спросить. Попытался спросить, но мне так и не ответили. И сильно наглеть тоже не стал, все-таки святое место. В Гонконге прекрасно понимаешь, насколько ценна вообще земля. Ценность каждого клочка, просто кусочка земли. Каждый квадратный сантиметр здесь стоит денег. И действительно так оно и есть, потому что здесь, к примеру, я думаю, это парк. На самом деле нет, это просто зеленая зона, которая осталась еще не застроенная. Потому что дальше вот залитая гора и дома стоят. Все используется, каждый сантиметр. Земли настолько мало, что не хватает места для всех и для всего. Поэтому улицы узкие, тротуары тоже узкие. Но посмотрев на улицу, кто поверит, что это самое густонаселенное место на Земле. Ну, я имею в виду одно из. Сейчас, да, сейчас день, конечно, не ночь, не час пик. Но, тем не менее, улицы довольно просторные. То есть никогда не было ни разу такого ощущения, что куча народа. Даже тоже метро, да, она огромная. Народ есть. Но даже в Китае ощущается больше толкучки, чем тут. А все, что ощущаю я, это тоже не хватает денег ни на что, потому что все настолько дорогое. Вместо того, чтобы поехать, допустим, на автобусе, я иду пешком, потому что автобус стоит в районе, наверное, $20. Ну вот я посмотрел по карте, я думал, что это парк, а на самом деле это просто... Оказалось, что это просто незастроенная земля, потому что слишком сложно застраивать на таком градиенте. Ну ладно, я попробую посмотреть, потому что я еще в поисках места, где можно подзаработать, попродавать картинки. Здесь вход еще в один храм. Я просто надеялся, что в таких местах, возможно, будет народ, может быть, как-то более сердобольный, что ли, с возможностью помочь мне в путешествии. Ну, посмотрим. Хотя бы я даже прогулялся по классным местам. Это тоже довольно здорово. Здесь вот такая вот классная, здоровая лестница. Ну ладно, сейчас поднимемся, посмотрим, что там сверху. Я уже отсюда вижу, что это такой же храм, который я только что посетил. И, к сожалению, народа здесь почти нет. Очень пусто. В здании, в котором я остановился сегодня на ночь, там тоже очень сильно пахло горелым. Я был уверен, что был какой-то пожар. Оказывается, вот эти штучки, я думал, что это лампочки, если честно, либо просто декорация. А их поджигают, и вот они медленно, но верно уменьшаются в размерах, источая такой горелый запах. Я далек от религии, так что извините, но я как вижу, внутри есть надписи, скорее всего, это какие-то пожелания. Я так предполагаю. Ладно, я не буду особо предполагать, потому что это будет выглядеть как-то, не знаю, невежественно. А тут догорают уже свечки. К сожалению, я не показал, как они выглядят, потому что я пришел слишком поздно. А вот здесь находятся те самые вонючки, как мы их называем. На самом деле это благовоние из ладана. Издалека запах ощущается приятно, но когда уже находишься непосредственно в храме, вокруг вот этого дыма, просто представьте себе количество спирального ладана, которое здесь сжигают, а еще благовония, так что запах здесь такой довольно специфический. Да и дело не только в запахе, а в том, что это гарь, и довольно сложно дышать в любом случае.
В общем, моя идея оказалась безуспешной, поэтому я сейчас хочу попробовать сменить парк. Люди приходили, даже с одной теткой там поболтал, она рассказала про ситуацию в Гонконге, но это уже политика. Я все-таки освещаю, наверное, более туристические вещи, чем политические. Так что попробую поменять парк, может быть, там как-то будет более успешно. Но люди вообще не обращали внимания на меня. Маленький нашел кусочек такой вот, примерно таким я представлял себе Гонконг. То есть высокие, огромные дома, а снизу кафешки, ресторанчики, ну точнее, ладно, кафешки закусочные. Здесь вот почти вся улица вот такая вот. Сейчас попробую, может быть, тут поработать. Не стал здесь останавливаться, потому что здесь ужасно грязно. И в основном только пенсионеры ходят, а я знаю, что на них особо не заработаешь. Потому что, то есть поэтому взял вот такую штучку, это рыбные шарики за $6. Ну что, по-моему, хорошая инвестиция. Ладно, пойду искать дальше парк. Пока я шел в поисках парка, обратил внимание вот на такие надписи на земле, на асфальте. Посмотрите направо, а с другой стороны посмотрите налево. Потому что движение здесь левостороннее, а не правостороннее. Поэтому все европейцы, американцы могут попасть здесь очень жестко. Провел в парках уже почти весь день, уже, наверное, часов 7 вечера. И все, что я заработал на этом, вот, это 3 евро, даже 2,5 евро. Вообще не идет сегодня. Поэтому возвращаюсь обратно в офис. Как раз работники офиса поедут в свои уютные дома, пока мы займем их рабочие места. А чтобы добраться нам до офиса, нам нужно пройти по многочисленным туннелям. В таком вот туннельчике нашел интересный магазин, где продают сушеные креветки малюсенькие, разные морепродукты. Цены, конечно, кусаются, но где можно еще такое найти? Звезды, кальмары, осьминожки. Всякого добра здесь полным-полно. Здесь же расфасованное. Ну и, наверное, макадамия, орехи, смотрю. Тоже большая редкость на самом деле. Грибы. Это я даже не знаю, что это. Бобы, фасоль, семена, чай. Такой вот классный магазинчик. Так примерно выглядит реакция гонконговцев на то, как ты стритуешь. Люди почти не обращают внимания. Очень мало кто вообще смотрит. Либо как-то комментирует, показывает пальцы вверх и так далее. И для тех, кто считает, что можно как-то на халяву заработать деньги на улице, нет, это не так. И в этом месте мы оказываемся не случайно, потому что мы пока идем домой, мы пытаемся использовать каждый момент для того, чтобы постритовать. То есть мы проходим там полкилометра или даже меньше, останавливаемся минут на 10-15 и идем дальше. Причем вот это место мне показалось довольно интересным, потому что здесь много хороших интересных машин, тусуется в основном молодежь, и это вечер пятница, поэтому казалось, что это может быть хорошим местом. Но, к сожалению, все попытки тщетны. Вот, наконец-то добрался до нашего офиса. Такие коридорчики здесь классные. Я уже здесь был, поэтому я просто расскажу, как это все делается, как открыть дверь. Эта дверь, она вот не двигается, ничего с ней не сделать. Здесь, короче, снизу есть кнопочка. Открывается первая дверь до конца. Здесь коробочка с паролем. И здесь ключ. Вот так вот. И этот весь офис в нашем распоряжении до утра. Потому что в 9 утра надо свалить отсюда.